диаспора играет большую роль, но вот в укреплении отношений нет ни одной проблемы, которую бы мы не могли бы решить, если будет добрая воля, если будет работа, а не просто говорильная, если не будет формальное отношение, а будет искреннее отношение. И я хотел бы сказать, что вообще каждый человек, каждая личность не должен вину ставить на другого человека. Наверное, в тех проблемах, которые в начале 90-х годах были мы все виноваты. И я хотел бы сказать, что я не совсем согласен с тем, что до 2000 года были враждебные отношения. Как представитель диаспоры азербайджанской я могу сказать, что в 93-м, 94-м, 95-м, 96-м, 97-м году, когда Азербайджан был не в экономическом кризисе, а в экономическом коллапсе, не сотни, не тысячи, а миллионы людей, именно азербайджанцев, в истории азербайджанцев этого никогда не было. Азербайджанцы, в отличие, есть народы оседлые, есть кочевники, мы были всегда оседлым народом. И уехали из Азербайджана вот миллионы не в Турцию, не в Иран, а в Россию. И в России они были приняты. И за это огромное спасибо российскому народу. Мы всегда это говорим, мы всегда это помним. Азербайджанцы как благодарный, так и благородный народ, этого забыть нельзя. И они находили здесь работу, и находя эту работу, мы знаем, что они могли поддерживать свою семью. И я в 93-м году был в Баку, и я видел и знал в 93-м, 94-м, как тяжело было в экономическом отношении в нашей стране. И когда была даже первая российская проблема, тоже внутри война в Чечне, несмотря на то, что ситуация была очень сложная, и по железной дороге все равно провозили продовольствие через территорию России в Азербайджан. Этого нельзя забыть. Я еще раз говорю, сотни, тысячи людей находили работу не в Иране, не в Турции, а в России. В отношении ментальности, все из нас, слава Богу, уже границы открыты были и в Иране, наверное, и в Турции. Я был в Турции, например. И я могу сказать, что мы очень и очень близки все-таки с теми населением, которое живет в постсоветском пространстве. Намного. И я думаю, что никто не может сказать, что это не так, я имею в виду из азербайджанцев. Поэтому условия для того, чтобы было позитивные между нами, конечно, очень большие. Но надо работать. Вот я не буду о больших делах говорить, о маленьких буду говорить. Вот то, что я считаю, что сегодня вот этот телемост состоялся, огромное спасибо организаторам. Поверьте мне, что несколько лет мы этого ждали. И слава Богу, что это есть. Я знаю людей, которые там с бакинской стороны сидят, и всех их мы уважаем. И мы могли бы тоже находить, вы знаете, здесь и жаловаться и так далее, но это не наша позиция. Позиция наша в том, что мы знаем, и вы знаете, и мы знаем те проблемы, которые есть. И хотелось бы, чтобы и вы, и мы сделали бы так, чтобы потихонечку эти проблемы начались решать. В целом, наверное, мы можем говорить о том, что стоит задуматься о каком-то следующем этапе, о новом витке наших отношений, который бы смогли преодолеть тот застой, который образовался у нас вот за последние 10 лет. Мне кажется, что надо посмотреть на те ресурсы и возможности, которые есть у среднего и частного бизнеса в плане организации более широкого доступа к экономикам наших стран. Есть какие-то моменты, которые к политике, я думаю, мало относятся. Ну, например, много нареканий всегда в последние годы, может быть, даже весь период отношений между нашими странами в отношении перехода границ. То есть некоторые, например, представители бизнеса считают, что если отрегулировать вопросы трансграничного перехода и таможни на реке Самур, то можно было бы в 1,5 раза увеличить товарооборот. Это совершенно не относится к каким-то крупным геополитическим вещам, каким-то вопросам, связанным с
я не знаю, с участием крупного финансирования со стороны государства, с государственными гарантиями, как, например, допустим, строительство крупных инфраструктурных проектов. Так что я вот сказал бы, что, наверное, стоит сконцентрироваться вот на таких локальных точках роста, и они бы могли бы, наверное, компенсировать выпадение тех сегментов в двухстороннем сотрудничестве, которые так или иначе, возможно, будут выпадать. Ну, скажем, постепенное снижение закупок азербайджанского газа со стороны России. По всей вероятности, эта тенденция может быть продолжена и определенное длительное время, потому что тут не проблема в Азербайджане, тут просто есть определенные проблемы на внешних рынках, и Россия, в принципе, снижает закупки и газа в Центральной Азии, и даже у внутренних независимых производителей в России. Вот, скажем, на этом примере мы могли бы ясно увидеть, что вот если у нас будет постоянное снижение вот этой доли в экономическом сотрудничестве, то, естественно, мы должны как бы наращивать все остальные. А учитывая, что по остальным линиям мы не видим какого-то серьезного продвижения, нам надо искать ресурсы там, где, в общем, где находятся связи, что ли, между бизнес-интересами участников внешнеэкономической деятельности в широком смысле этого слова. Возможно, привлечение даже третьих стран или предпринимателей из третьих стран в совместных бизнес-проектах. Здесь я думаю, что говорили о том, что, в общем, наверное, имеет смысл продумать какие-то вещи, связанные с созданием каких-то новых производственных линий. Но здесь опять мы упираемся в вопросы государственных гарантий. Допустим, даже азербайджанские инвестиции на Северном Кавказе, они требуют государственных гарантий от России. Точно так же, допустим, российский вклад в какие-то азербайджанские проекты, он тоже наверняка должен потребовать какое-то оформление, вот как в рамках межгосударственного соглашения. Но тем не менее, мне кажется, что учитывая тот рост, который происходит в информационно-коммуникационных технологиях Азербайджана, вот в этой нацеленности на то, чтобы расширять объемы производства и создание производственной базы, и объема производства альтернативной энергетики, какие-то вещи связанные, которые рождены уже не советской инфраструктурой, а новыми запросами последнего десятилетия. Вот на этой базе, мне кажется, что можно попробовать в качестве эксперимента создать какой-то совместный общий инвестиционный проект. Пришла мысль, что давайте устроим совместный космический полет. Вот азербайджанский космонавт в космосе, мне кажется, это было бы просто вот здорово, вот реально. Да, это правда. Да, нет, это серьезно было бы здорово. Я не вижу для этого никаких препятствий, так сказать, да, подготовить какого-то пилота на базе российского центра. В конце концов, спутники связи запускаются российскими ракетоносителями, да, так сказать. Мне кажется, это было бы просто серьезная прорывная вещь вот именно в восприятии друг друга. И главное, что в этом, в принципе, ничего нет невозможного. Я услышал, что азербайджанский спутник собирается в США и запускается на французской ракете, но, видимо, для этого есть причины. Но вот вы знаете, что в этом году американцы прекратили эксплуатацию своих челноков, и в ближайшие годы американские экипажи и значительная часть оборудования будет запускаться на российских ракетоносителях, что, мне кажется, говорит очень о многом. Американцы выбирают не французские, не европейские ракеты, и даже не свои, а российские. Это говорит очень о многом, на самом деле это очень серьезная сфера для взаимодействия.